И снова здравствуйте, дорогие друзья! Вы вновь на канале Ник Кухня, а это значит, что сегодня мы опять приготовим какое-нибудь несложное, но очень вкусное блюдо. Сегодня мы решили приготовить не просто несложное и вкусное, но настоящее мужское блюдо. Это блюдо называется казан-кебаб. Готовить мы его будем из говядины и картошки. Что может быть лучше для настоящей мужской компании, чем отличный кусок мяса и картошка? Друзья, это беспроигрышный вариант, всем понравится, все его оценят. Готовится очень просто. Но прежде чем начать, хочу вам напомнить, подписывайтесь на наши социальные сети, ссылки на которые вы можете увидеть под каждым нашим видео, и этим в том числе. А теперь приступаем. Из ингредиентов нам всего-то понадобится мясо, картофель, немного лука, головка чеснока, ну и зелень со специями. Картофель и лук мы заранее почистили, помыли, замочили. Вот у нас в плошечке он. Теперь нам надо нарезать мясо. Мясо у нас замечательная свежая говядина. Весь кусок такой нам не понадобится. Отрежем, ну, примерно вот так на глаз. Я отмеряю, граммовки не скажу. Я смотрю по объему картошки. Вот сколько картофеля, столько должно быть и мяса. Мясо надо нарезать большими кусками. Ну как большими? Такими же по размеру, как и ваш картофель. Ну, допустим, вот средний размер картофельный у меня вот такой. Я взял небольшие, специально такие, не крупные. Соответственно, вот такие же кусочки мяса и должны быть. Отрезаем вот этот кусок. Видно, что явно его можно разрезать еще пополам. И вот, собственно, на такие куски и продолжаем нарезать. Как резать, форма кусков, это уже абсолютно не важно. По волокнам, против волокон, как хотите. Поверьте, все протушится, будет невероятно вкусно. От этого блюда будет просто не оторваться. Мясо нарезали. Убираем его пока в емкость и приступаем непосредственно к самому приготовлению блюда. Все очень быстро, все очень просто и максимально вкусно и сытно. Подходим к казану и разжигаем огонь. После того, как поставили казан на огонь, естественно, на сильный огонь, пусть он нагревается как следует, наливаем в него масло. Масло наливаем столько, чтобы оно покрыло наш объем картофеля. То есть, я так вам не скажу, 2 литра или литр или 1,5. Главное, чтобы весь картофель, который у вас есть, был покрыт этим маслом. То есть, нам надо его для начала обжарить, как во фритюре. Без соли, без специй, без ничего. Ну, пока вот так налью. Может быть, будет достаточно. Сейчас ждем, чуть масло поднагреется и начнем обжаривать наш картофель. Чистое хлопковое полотенце взял. Картофель был замочен в воде, но чтобы не потемнел, значит, нам надо его вытереть обязательно. Но можете это сделать влажными, бумажными, точнее, полотенцами, чем угодно. Главное, чтобы не мокрый был, потому что, представляете, мокрую картошку из воды вы будете закидывать в раскаленное масло. Представляете, что там начнется? Война будет в Казани. Поэтому я, ну, вот так слегка раз, вытерли, насколько это возможно. И все, потому что нагреется оно сейчас моментально. Огонь сильный развели. Ну, сколько там? Ну, литр я влил масла. Оно в момент сейчас нагреется, поэтому уже сразу подготавливаю картошку. Какое-то время масло постояло, ну, минутки 3-4. Смотрю, уже немного зашевелилось. Надо проверить, раскалилось оно или нет. Сильно его не нагревайте, потому что нам надо, чтобы картофель равномерно зазолотился снаружи, а не стал коричневым, там, полностью well done готовым. Для этого я проверяю любой веточкой зелени. В самый раз. Зашипело. Веточку зелени эту мы выбрасываем в костер, она нам не понадобится. И закидываем картошку. Точнее, как закидываем? Отправляем аккуратно в наше масло. Видите, что происходит? Оно начало бурлить.
начало шипеть, но не сильно. Это то, о чем я говорил. Идеальное количество масла, больше нам не надо. Все, обжариваем до румяной, равномерной золотой корочки со всех сторон. Друзья, чуть не забыл, сюда же закидываем целую нечищенную головку чеснока. Он даст отличный аромат, отличный запах, то, что надо. Ну а пока жарится картошка, я лишний раз края казана пройду маслицем. Друзья, смотрите, как зазолотилась картошечка. Это просто прелесть. Чеснок дает аромат отличный. Буквально еще 1 минута, и мы будем ее вынимать. Все, на данном этапе картофель можно вынимать из нашего прекрасного шипящего масла. Вот так лишнее стряхиваем и выкладываем в какую-нибудь емкость. Друзья, какой же аромат дает эта головка чеснока? Не забудьте добавить, я сам чуть не забыл. Опа, прелесть. Я просто знаю, что это за блюдо, и уже предвкушаю. У меня улыбка с лица не сходит, я обожаю это блюдо. Причем готовится оно из любого мяса. Курица, свинина, говядина, баранина, какое хотите возьмите. Все, вот картошечку мы вынули. Убираем ее в сторону, но не накрываем крышкой. Пусть она подсыхает, как после фритюра. Ставим в открытом виде. Дальше в это же масло, чеснок я не вынимал, закладываем мясо. И точно так же обжариваем наше мясо до золотистой румяной корочки. Мясо практически у нас зажарилось, буквально еще пару минут. Пришло время порезать лук. Я взял одну большую луковицу и режем ее как хотите, пером, хотите полукольцами. Главное, не мельчите, чтобы это были именно вот такие какие-нибудь полоски. Там уже вдоль или поперек нарежете, разницы нет. После того, как лук нарезали, вынимаем мясо из казана и ту головку чеснока, потому что все, что надо отдать, чеснок уже отдал. Вкус, аромат, больше он нам не понадобится. Вот как зазолотилось наше мясцо. Лишнее масло я стряхиваю, чтобы оно в нашу емкость не стекало. Запах изумительный, друзья. Понимаете, в этом масле сейчас все. И аромат картофеля, и аромат мяса, и аромат чеснока. Это что-то невероятное. Но тем не менее, от большинства, от большого, точнее, количества этого масла нам придется избавиться. Так, все, да? Все. Мясо достали. Мясо как раз-таки накрываем крышкой, чтобы оно доходило. Вот, посмотрите, какая красота получилась. Пока его накроем. Теперь нам надо убрать лишнее масло из нашего казана. Оставляем в казане, ну, где-нибудь грамм 100-150 масла. И отправляем в это масло наш нашинкованный лук. И немного его обжариваем. Немножко какие-то есть все-таки от мяса поджарки на дне казана. Все-таки где-то оно там прилипло, пристало чуть-чуть. А лук, смотрите, все отъедает. Видите, он меняет цвет моментально. Но это не потому, что он уже золотится от жарки. Это потому, что он отъедает вот это вот мясной, скажем так, нагар, что ли, от казана. Он сейчас все это соберет, даст необходимый аромат, даст сок, и будет нам счастье. Все, друзья, лук мы слегка буквально припустили. Смотрите, разровняли его вот так по дну казана. Дальше отправляем обратно к нему наше мясо. Вот так стараемся уже теперь равномерно выложить кусочки. Сок выливаем обратно. Теперь что мы делаем? Пришла очередь специй. Добавляем зиру. Вы можете добавить молотую, я добавляю цельные зерна. Нам так нравится.
Немного, не переборщите. Все должно быть в меру. Далее добавляем сладкую паприку. Естественно, черный молотый перец. Дальше немного молотого кориандра. И соль. Вот так чуть-чуть. Теперь тут же выкладываем картофель. Стараемся также равномерно его распределить по поверхности мяса. Теперь еще чуть-чуть подсолим, потому что картошка в себя заберет много соли. И в конце добавляем 150 мл воды. После того, как воду добавили, накрываем наш казан, наше блюдо крышкой плотно. Делаем минимальный огонь, буквально томящиеся угли. И забываем про наше блюдо ровно на час, час 20, в зависимости от размера и свежести мяса. И оно будет полностью готово. Ну что, блюдо наше практически готово. Пришло время нашинковать немного зелени, чтобы украсить. Зелень придаст мало того, что красивый вид, так еще и красивый аромат приятный, и так еще и приятный вкус. В моем случае я беру немного петрушки и обязательно немного кинзы. Вот так можно еще чуть-чуть. Вот. Ну что, достаем наше блюдо на красивую посуду для подачи. Па-ба-ба-бам, па-ба-ба-бам. Присосалось как. Красота. Друзья, все стало настолько нежным, что выкладываем аккуратненько, буквально по одной картофелинке. Раскладываем, ну как я люблю, по краям посуды. Чтобы не разрушить ее структуру, чтобы она так и осталась круглой и целой. Потому что, как вы понимаете, за время тушения, а оно у нас длилось 1,5 часа, представляете, что с этой картошкой стало? Вы понимаете, что это уже пюре, просто чудным образом оно держит форму круглого картофеля. Теперь достаем мясо. Вау, это что-то с чем-то. Слов нет. Один запах чего стоит, друзья. А все та головка чеснока, которую мы добавили в масло изначально. Она отдала все. Она пропитала все, что только можно и нельзя. Это получается какой-то изысканный вкус и аромат. Вот так мясо достали. Теперь достаем подливочку сверху. Лук растаял практически весь. Получилось просто, посмотрите, какая густая, вкусная, сочная подливка. Все, блюдо мы сняли. И, естественно, осталось только что перемешать нашу зелень и украсить наше блюдо. Обалденно. Это еда настоящих мужчин. Я уже предвкушаю. Ну что ж, чуть-чуть я дал, буквально 3 минутки нашему блюду немного остыть. Почему? Я объясню. Потому что я это блюдо люблю есть руками. Начинаем дегустировать. Естественно, я начну с мяса. Не буду я играться. Посмотрите, какие кусочки. Это просто прелесть. За вас, друзья.
Нежнятина. Вкус просто бомбезный. Специи, чеснок, лук, зира. Оно тает во рту с картошечкой. Боги мои, боги. Это что-то с чем-то. А теперь вот так. Отрываем картошку. Сверху кладем мясо. Немного зелени с луком. И вперед. Это супер, ребята. Мужики, всем на заметку. Делайте казан-кебаб, и будет вам счастье. Я говорю. Вы можете сделать, но это я сделал объем такой для нашей семьи, я много не буду. А если большая компания где-то на рыбалке, на охоте, на природе где-то, представляете, казанок поставил, мясо, все, что надо, это мясо, картошка, ну лук, чеснок, это само собой, практически в каждое блюдо идет, там соль, перец. Но нет зиры, сделайте без зиры. Это что-то запредельное. Поехали дальше. Смотрите. Смотрите. Просто. Просто. Ты одинокий остров. Это просто что-то невероятное, ребята. Вот так, с подливочкой. Прям на картошку. И вперед. Это можно есть и есть. А если еще с прохладительными напитками. А если еще с какой-нибудь прекрасной теплой лепешечкой узбекской. Или грузинским лавашиком. Пипец. Это одно из немногих блюд, которые мало того, что готовятся проще некуда, так оно и съедается проще некуда. Просто пушка. Не могу даже видео завершить, остановиться. Но надо. В общем, друзья, готовьте это блюдо. Не пожалеете, пишите свои комментарии. Пишите, присылайте фотографии, пишите ваши отзывы по результату приготовления данного блюда нам в телеграм-канал. Желаю вам всего самого хорошего, крепкого здоровья, счастья, успехов, всего-всего самого наилучшего. До новых встреч, друзья. Всего вам хорошего. Пока-пока. А я продолжу. Это песня. Мясо. Ну, что самое интересное, Оль, мясо, оно нежное-нежное. Но оно не такое прям, как тушенка, знаешь. Оно, тем не менее, осталось мясом. Не каша мясная. Это просто что-то с чем-то. Потому что я не перемешивал это блюдо. Вот как положили тогда, все. Оно так и тушилось 1,5 часа, и оно все это сохранило свою структуру. Если бы я перемешивал, уже бы от картошки ничего не осталось. Это пюре было бы. Все, завершай.